Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на июль 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео, это трехмесячный гороскоп на июнь, июль и август. Это видео называется «Лето надежд», то вы уже примерно понимаете, о чем я буду сейчас говорить. Если же не смотрели, в конце видео обязательно его прикреплю. Посмотрите, оно записано специально для того, чтобы вы смогли спланировать все летнее время. Ну а сейчас у нас июль, и давайте быстренько и качественно пройдемся по тем моментам, которые нас ждут на небе, как это скажется именно на вас, дорогие весы, что делать, что не делать, когда зарабатывать, когда покупать, когда расставаться и вообще нужно ли вам расставаться, потому что это ваша основная такая классная история любовных отношений, которая бы в вашей жизни затянулась бы надолго. И да, ребят, у нас начинаем. С 30 июня уходит в ретроградное движение Сатурн. Я скажу, что все те, кто не владеет энергиями Сатурна, будет сложновато. Все, у кого раскачанный Сатурн, вы с ним прекрасно живете, то вы знаете, что на 4,5 месяца мы все с вами уходим, я бы так сказала, в режим потрудиться, да, то есть нужно будет больше прилагать сил, терпения для достижений в карьере, но это не сделано для того, чтобы нам всем было плохо, это сделано для того, чтобы поднять уровень нашего профессионализма. Поэтому, да, дорогие, кто не смотрел, кстати, есть большое видео про ретро-Сатурн, в конце видео этого обязательно прикреплю, посмотрите, кому интересно. И да, 3 июля у нас с вами на небе разворачивается Нептун, планета эмоциональная, планета, которая сейчас делает оппозицию к весам, я бы так сказала, первой декады, буквально вот все те весы, кто родились в первых чисел своего знака зодиака, вы чувствуете это неловкое, депрессивное, напряженное эмоциональное состояние. Да, ребят, здесь такая история, что Нептун тоже пошел назад, и от этого первая неделя июля, вот она такая эмоциональная, она такая нестабильная, захочется и то, и это, и нам будет казаться, что нас обманывают постоянно. Совет на эту неделю: постарайтесь меньше иллюзий в своей жизни, ну вот как-то накручивать, да, старайтесь более реалистично. Плюсом еще скажу, что ситуацию омрачает то, что 29 июня Лилит сменила знак с Дев на Весы. И да, дорогие, вот весы, кто родился в первых нескольких чисел, вы будете чувствовать вот эту вот историю с Лилит, как будто ваше подсознание хочет вам что-то сказать. И вообще история про Лилит — это страхи, глубинные страхи, почему мы не живем ту жизнь, которую мы хотим, потому что весы, вот те весы, кто четко знают, что они хотят по жизни, да, то есть у вас прокачана Венера, ваш управитель, то есть вы живете по своему Солнцу, вы понимаете, что вы хотите, но здесь есть такая история, когда здесь давит, я бы так сказала, Нептун, очень много иллюзий. И очень много того, что проецирует общество, вам будет казаться, что вы этого хотите. Ну, потому что весы, я бы так сказала, это знак зодиака, как сороки. Смотрится вот где-то хорошо, красиво, и хочется так же. А в душе может так и не хотеться. Поэтому здесь иногда сложно отделить вот эту историю. И первую неделю июля, пока вот еще вот не привыкли к развороту Нептуна, будет немножко сложно вот разделить реальность от вымышленного, надуманного, напридуманного. Поэтому здесь, да, дорогие, старайтесь более реалистично подходить к своей жизни для того, чтобы не впадать в такие сложные ситуации, да, чтобы не обманываться, не разочаровываться. Будьте реалистичнее, это будет хорошо для вас. Да, что прекрасного и позитивного еще нас ждет? 6 июля у нас с вами будет новолуние. Новолуние будет в Раке. Скажу так, что день не совсем такой напряженный, нет. День хорошо бы провести с семьей, но при этом не предъявлять претензий. Хорошо бы провести с близкими, это суббота. Расслабиться, отдохнуть, вот по-душевному. Любовные отношения, свидания было бы тоже очень классно в этот день провести.
мало у нас вообще, в принципе, мы живем в мире, который постоянно ускоряется, и, к сожалению, все чаще не хватает времени отдохнуть, остановиться, почувствовать, как оно есть на самом деле, мы куда-то бежим, бежим, бежим. И здесь, да, скажу так, что еще и Уран будет заставлять ускоряться, заставлять двигаться весь июль, причем со знаком плюс. Поэтому здесь находите все-таки дни для отдыха, потому что все-таки 2 и 3 неделя июля, они будут для вас гораздо сложнее и напряженнее, чем, например, 1, да, в плане отдыха, в плане расслабления. Если в 1 неделю июля можно как-то расслабиться, то 2 и 3 будут сложны. У нас после новолуния с 7 по 18 июля начинает сходиться на небе оппозиция Венера-Плутон. Да, дорогие, вы знаете, что Венера — это ваш управитель. И здесь, конечно же, Плутон будет 2 недели наводить порядок. Действительно ли вы находитесь в той жизни, в которой вы хотите? Следуете ли вы своим большим, мощным амбициям? Проявляете ли вы все свои жесткие качества в деньгозарабатывании для того, чтобы чего-то достичь в своей жизни или нет? Если вы классно в этот момент будете реализовывать в работе все то, что вам хочется, это будет хорошо, потому что совместно с этим аспектом на небе с 7 по 18 июля будет соединяться Марс с Ураном в Тельце, которые будут делать очень классный трин для тех весов, кто родился в 1 декаде. Поэтому здесь неординарные новые проекты будут хорошо залетать, они будут хорошо получаться, поэтому действуйте. Уран у нас отвечает за наше будущее, за нашу социальную реализацию, в том числе за нашу карьеру. Здесь, конечно же, все проекты с друзьями, в коллективах, в сообществах, все будет это получаться, заходить, внедряйте и реализуйте. И, конечно же, да, Венера-Плутон — это аспект еще расхождения. На этом аспекте случилось очень много распадов, именно любовных отношений, разладов. Также это аспект хорошего заработка, да, то есть это аспект бизнесменов, которые зарабатывают деньги. Это сложный аспект, мощный, необходима мудрость и сила, чтобы этот аспект понять, потому что на этом аспекте очень часто обвиняют своих вторых половинок, что они их ущемляют. На самом деле нет, это всегда вторые половинки заставляют, поднимают вас, чтобы вот вы росли. А многие, к сожалению, расценивают это как манипуляцию, как доминирование, и такой момент: все, я больше не хочу, мне это уже надоело. А здесь на самом деле нужно понять правила вот этой игры и усложняться. Не скажу, что просто становиться хитрее, нужно понимать мудрость этой игры сложной, потому что любовные отношения, они в какой-то степени, их можно сравнить с бизнесом, то есть нет плохих каких-то моментов, очень тяжелых и очень сложных. Как правило, мы сами до такого дотягиваем, до безвыходных ситуаций, да, что в бизнесе, что в любовных отношениях. И здесь история, конечно же, если мы сразу начинаем разгребать все свои вот эти вот завалы, нравится, не нравится, что в работе, что в любовных отношениях, у нас по жизни начинает выкручиваться вот эта история, начинает получаться неплохо. Поэтому здесь, дорогие, в паре пробуйте, экспериментируйте. Конечно, я вам скажу, что весь негатив не надо сливать в личную жизнь, а нужно все-таки, конечно, в работу, в финансы, в деньгозарабатывание, на повышение социального статуса. Здесь, конечно же, Плутон будет все эти 2 и 3 неделю июля стимулировать, дорогие весы, вас всячески. Хоть и вам и будет казаться, что он специально издевается. Да, максимально прочувствует эту напряженную энергию, естественно, опять кто? Это весы 1 декады, кто родился в начале. Здесь, конечно же, Плутон будет вообще со всеми плюшками говорить: да, у тебя все получится, все у тебя будет классно. Весы, конечно же, последних нескольких денечков уже на стыке со знаком зодиака Скорпион будут думать: это же что вообще такое случилось? То есть здесь уже Плутон будет действовать гораздо жестче и напряженнее. Здесь нужно быстро выгребать, ребят. Поэтому, да, здесь не мешкайте, не тратьте время. Время не лучший, я бы так сказала, трата времени не лучший союзник, когда особенно Сатурн в ретроградном движении. Надо решение принимать быстро и действовать. Аспект всего будет длиться 2 недельки.
И да, потом у нас, конечно же, 21 июля полнолуние в Козероге. И да, это второе полнолуние этого лета в Козероге. Первое было в июне. Но сейчас все гораздо интереснее и мудренее. Здесь Луна будет в соединении с Плутоном. Поэтому да, дорогие весы, здесь момент, ну, как вы потрудились, что вы сделали, что вы внедрили, насколько вы проявили себя. Особенно если у вас в натальной карте по жизни сильный Плутон. И если вы его энергию не проявляете, не делаете, да, то есть не действуете, тогда, конечно, здесь будут и финансовые сложности, и финансовые трудности, и проблемы в бизнесе, в отношениях в том числе. Поэтому я вам говорю, ребят, проявляйтесь, делайте максимально свои качества, раскрывайте, не прячьтесь. Не прячьтесь от себя, жизнь нам дана для того, чтобы действовать. Естественно, по-весовски, справедливо, потому что сейчас кармические узлы, конечно же, у вас проходят по вашей оси, и здесь, конечно, нужно начать отдавать долги. Отдаете долги, которые не отдавали ранее, то есть делать все по справедливости, делать классно для того, чтобы эти плюшки потом вернулись к вам. Не ради того, чтобы к вам что-то вернулось, да, а поступить по справедливости, потому что весы — это всегда знак в балансе. Поэтому здесь поступайте по справедливости, как в бизнесе, в работе, так и в личной жизни. Но для того, чтобы все у вас получалось хорошо. И когда вы будете поступать по справедливости, тогда у вас и связи будут улучшаться, и связей станет больше. И так плавненько я подхожу к последней неделе июля, которая на самом деле, дорогие весы, принесет вам много связей. Несмотря на то, что, конечно же, у нас уже с полнолуния Уран будет в квадратуре с Меркурием, который во Льве, но тем не менее для вас, дорогие, это будет классный момент для того, чтобы выйти на публику, проявить себя, для того, чтобы обрести множество связей, клиентов, в том числе, если вы работаете с людьми, да. Вообще весам очень плохо, когда весы не работают с людьми, да, то есть здесь такая история, постоянно нужно общаться, воздушный знак, который постоянно требует обновления информации, обновления контактов. И я вам скажу, что последняя неделя июля как раз-таки на это заточена, да, Меркурий во Льве, то есть ораторское дело начинайте проявлять. То есть выходить на публику, чтобы быть заметными, ходить на мероприятия, на различные встречи, для того, чтобы больше людей вас заметило. И эти люди — это те самые возможности, которые вам принесут, я бы так сказала, хорошую прибыль, хорошие деловые связи. И это... Но я не скажу, что для вас это будет какой-то сложный, печальный период. Нет, естественно, это период классный, июль для вас будет классный. Здесь есть и время и потрудиться, и время созидать. Ну, вообще, я так скажу, дорогие весы, что в этом июле классно бы подняться на одну ступеньку выше. Потому что август будет не такой легкий, как июль. В августе будет сложнее. В сентябре будет еще сложнее, да, поэтому сейчас, конечно, для вас июль — это всегда такой месяц продуктивный, ну, как можно сказать, как 10-й месяц перед днем рождения. И здесь такая история того, что рабочее время нужно внедрять, несмотря на то, что там большинство отдыхают. Естественно, хочется сказать про отдых, про отпуск, да. Ну, я скажу так, что этот июль полон возможностей для работы. Конечно же, если вы хотите отдыхать, отдыхайте. Кто, как говорится, я такая, чтобы говорить вам, не едьте на отдых, работайте сейчас. Ну, ребят, если вы это запланировали, действуйте. У меня общий гороскоп, еще раз говорю, что на 700-800 миллионов весов не может быть одинаковые показания, у всех личные данные, и дата, и время, и место рождения, у всех все свое, поэтому я рассказываю общий гороскоп. И да, если я про какую-то декаду весов не сказала, это не говорит о том, что я вас не люблю или как-то хочу вас отделить. Нет, просто в общем гороскопе у вас пока не складывается ни хорошего, ни плохого. Поэтому, ребята, да, если у вас свой персональный вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео, но обязательно указывайте именно свою дату, пожалуйста, точное время и место своего рождения. Ну и, собственно, ваш вопрос для того, чтобы я на него ответила. И да, всех весов, я бы сказала, что ждет
момент в этом июле не просто проявить себя, а проявить себя очень хорошо, обновить множество контактов, связей, то есть расширить свою публику, аудиторию, расширить свое финансовое состояние и вообще свою финансовую емкость, уметь, например, распоряжаться большим количеством денег, да, владеть большим количеством денег. И нужно понимать вот эту историю, потому что аспект Венера-Плутон — это всегда про то, хватает ли вам ваших денег или не хватает. Если денег не хватает, это не говорит о том, что как бы все плохо и ужасно. Нет, это говорит о том, что вы не до конца раскрываете свои таланты, навыки и тому подобное. То есть не дорабатываете, да? Проявляйте свои навыки в работе, реализовывайтесь, и тогда денег будет приходить больше. Поэтому да, Венера-Плутон — это аспект как раз-таки про наши качества и таланты, то, как мы умеем себя проявлять. Поэтому да, дорогие, июль — это месяц, я бы так сказала, надеюсь, что не будет у вас месяцем надежд, вы не провиснете вот на развороте Нептуна в первой неделе июля в какие-то депрессивные состояния, а начнете сразу активно действовать, продуктивно и четко понимать, что вы хотите. Но если кому-то легче становится под разворот Нептуна, можно себе карту желаний сделать, чтобы хотя бы понять, чего же вам на самом деле хочется. Но все же под эти желания понимайте, что если вы никогда в жизни не были за границей, то сразу хотеть полететь на Мальдивы — это немножко очень сильно дороговато. Здесь нужно немножко понимать желания, которые есть в соцсетях, да, и ваши истинные желания, куда вы хотите поехать, полететь. Или, например, если вы сроду никогда не покупали себе золотые украшения и сразу купить какую-нибудь себе супер крутую, дорогую за несколько тысяч евро красивую ожерелье, да, то, ребят, здесь понимаете, что должна быть мера, да, насколько ваша карта желаний, то есть в долгосрок она идет или на какой-то короткий промежуток времени, да. Я же четко всегда за то, что да, у весов, конечно, с Сатурном история не очень. Напишите себе план, чего вы просто хотите, потому что все эти карты желания, они только очень сильно расслабляют и дают вот такую легкость и наивность, да. Конечно же, если у вас в натальной карте не какой-то супер напряженный Нептун, да, но здесь все-таки с таким Нептуном я бы советовала другие рекомендации, нежели просто карта желаний. В нынешних реалиях это угловато, ребят. Поэтому вот, заканчиваю, как говорится, свой спич. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю провести вам этот месяц продуктивно и как можно больше реалистично посмотреть на свою жизнь, на ваши возможности, на ваши желания. И четко понять себе и сказать, чего вы на самом деле хотите, и начинать это делать. Усложняться и в финансовом плане в том числе, и в работе, и в реализации, проявлять себя все лучше и лучше, да, становиться лучше каждый день. И про это и есть, дорогие, июль для вас. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Остались вопросы, оставляйте в комментариях. Обязательно указывайте свои данные. Самых активных жду на консультации, летние цены. У нас все лето действует. И что? Вы просили, я создала телеграм-канал. В описании под этим видео будет прикреплена ссылка, поэтому кому хочется общения больше, жду в телеграм-канале. Кому нравится формат ютуба, пожалуйста, я по-прежнему здесь. И увидимся с вами в следующем ролике. Все актуальные видео прикреплю в самом конце, поэтому что не видели, посмотрели, задавайте вопросы, и я постараюсь на все ответить. Ребят, желаю вам продуктивного, яркого, красивого, интересного месяца, потому что на самом-то деле обещает множество возможностей для вас. Поэтому воспользуйтесь всеми возможностями для того, чтобы эта осень и даже август прошли гораздо лучше, чем мне показывают аспекты в программке. Ну что, ребят, до связи. Пока-пока.